А перед началом подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Приятного просмотра. Battlefield 1942, 2002 год. Игра была построена на движке Refractor Engine 1. Так как игры про Вторую мировую тогда были в тренде, разработчики решили сделать игру именно в этом сеттинге. Тут основной упор был сделан на мультиплеер, а кампанию, по словам разработчиков, они сделали исключительно для галочки. Кампания здесь представляла собой в принципе то же самое, что и мультиплеер, только с ботами. В игре было представлено 5 стран. Они все отличались внешним видом, вооружением и техникой. Также они все делились на 5 классов: снайпер, штурмовик, гранатометчик, медик и инженер. Техника — это одно из достоинств серии. Здесь представлена 51 единица реально существующих образцов, включая в себя танки, корабли, самолеты, внедорожники и прочее. Игровой процесс состоит из захвата и удержания контрольных точек. Контрольные точки можно использовать как места для респауна. На некоторых точках генерируется техника. В начале игры командам дается от 50 до 400 солдат. При смерти бойца он возрождается и количество уменьшается на 1. Когда показатель доходит до нуля, команда проигрывает. Показатель сам постепенно уменьшается, если у одной из команд больше контрольных точек. Battlefield Вьетнам, 2004. Геймплей здесь такой же, как и в прошлой игре. И также само сделан упор на мультиплеер, а сюжет здесь только для галочки. Выбор техники и оружия здесь соответствует тому, какое оно было у обеих сторон во время Вьетнамской войны. Также с игры убрали класс медика. Пассажиры в транспорте теперь могли вести огонь из личного оружия. Также здесь появились противопехотные мины и возможность доставить авиации и технику. И находясь за рулем или штурвалом, теперь можно было включить радио и послушать музыку 60-х годов. Battlefield 2, 2005. Движок обновился до Refractor Engine 2. Игра перешла в сеттинг 21 века. И оружие и техника здесь были соответственны сеттингу. Вернули класс медиков и добавили 2 новых класса. Поддержка, мог оставлять сумки с боеприпасами, и диверсант, для подрыва техники. Каждому классу добавили оружие, которое можно открывать за опыт. Также добавили систему отрядов. Теперь можно было возрождаться возле командира. Теперь перед боем один из игроков становился главнокомандующим. Он мог отмечать врагов на карте, делать арт-удары, сбрасывать припасы и аптечки и отправлять транспорт в определенную точку. Battlefield 2 Modern Combat, 2005. Игра выходила для консолей PlayStation 2 и Xbox. Это единственная игра в серии, которая выходила на движке RenderWare. Это самостоятельная игра, и она сильно отличалась от предыдущих. Теперь одиночная кампания не представляла из себя набор карт с мультиплеера, где игроку приходится играть с ботами. Теперь в любой момент, либо после смерти, игрок мог переместиться в тело другого бойца на поле боя, который в этот момент может снайперить или, например, управлять вертолетом. Battlefield 2142, 2006. Действие игры происходит в далеком будущем. Также в игре есть 4 класса бойцов. Была добавлена система рангов и званий. Также теперь можно получать ачивки. В соответствии с сеттингом теперь появились новые виды техники. Например, роботы. Также в игру добавили режим Титан. В этом режиме есть не только игроки, но еще и 2 огромных летающих корабля. А они обладают несколькими уровнями здоровья и огромным арсеналом. Battlefield Bad Company, 2008. Эта игра специально выпущена для консолей Xbox 360 и PlayStation 3. Игра включала в себя однопользовательскую кампанию с прописанными персонажами и сюжетом. Благодаря движку Frostbite Engine 1 в игре делался упор на продвинутую разрушаемость окружения, что добавляло тактического разнообразия. Battlefield Heroes, 2009. В игру вернули движок Refractor Engine, также игра получила мультяшную графику и шутливую концепцию. В этот раз игра имела вид от третьего лица. Игра была полностью мультиплеерной. Также она была бесплатной, но с донатом.
Изначально донат здесь не очень решал. Но со временем магазин обновили, и донаторы начали получать огромное преимущество. В итоге в 2015 году сервера игры были закрыты. Battlefield 1943, 2009 год. Игра выпущена на движке Frostbite Engine 1.5, исключительно для консолей Xbox 360 и PlayStation 3. Разработчики полностью отказались от одиночной кампании. Здесь игрокам просто предлагали сражаться между собой и захватывать контрольные точки. В общем, разработчики просто перенесли Battlefield 1942 на новый движок. И урезав по числу карт, техники и классов, которых здесь стало 3, а раньше было 5. Но и добавили 3 нововведения. В первом можно вызывать самолеты, которые будут бомбить контрольную точку врага. Второе нововведение — это режим только на самолетах, а в третьем добавили систему отрядов. Battlefield Bad Company 2, 2010. В каждой из предыдущих игр разработчики в чем-то их урезали. То не было кампании, то не было возможности открывать новое оружие за прокачку, то еще что-то. В этой же игре было все. И кампания, и мультиплеер. И, кстати, именно с этой игры ее начали сравнивать с Call of Duty. И спорить, какая из них лучше. Call of Duty на тот момент выпустила Modern Warfare 2. Мультиплеер этой игры игрокам зашел настолько сильно, что они уже думали, что лучше быть не может. В 2010 году вышла Battlefield Online. Эта игра является версией Battlefield 2, ориентированной на азиатский рынок. И в отличие от Battlefield 2, она поддерживает игру до 100 игроков. Battlefield Play for Free, 2011. Это последняя игра из серии на движке Refractor Engine. Это была бесплатная игра с донатом. В игре было 4 класса, бесплатно можно было получить только 2. И эта игра, так же сама как и Battlefield Heroes, закрылась в 2015 году. Battlefield 3, 2011. В этой игре движок был обновлен до версии Frostbite 2. Раньше игроки думали, что мультиплеер лучше, чем в Battlefield Bad Company 2, быть не может. Может. В этой игре разработчики сообщили снова, что синглплеер был сделан лишь для полноценности, а весь упор был на мультиплеер. Лично мне сюжетка очень понравилась, но многие ее ругают. С выходом игры появился Battlelog. Это такой сайт, где игроки могли выбирать сервера, используя различные фильтры. Еще там можно было смотреть свою статистику и статистику друзей. Мультиплеер вобрал в себя все самое лучшее, что было в прошлых играх. На карте могли сражаться до 64 игроков, а в связке с различной техникой и практически полной разрушаемостью часто было что-то эпичное. Battlefield 4, 2013. В этой игре движок обновился до Frostbite 3. Эта игра по сути более красивая и более дополированная Battlefield 3. В игру добавили новинку в виде функции Levolution. Это позволяло взаимодействовать с ландшафтом в реальном времени. С помощью этого можно было, например, обрушить небоскреб. Battlefield Hardline, 2015. Разработчики отошли от привычного противостояния стран. На этот раз игра была о противостоянии полиции и преступников. В игру добавили полицейские погони и перестрелки в кварталах. Система разрушений стала хуже. Теперь не каждую стену можно разрушить. Мультиплеер изменился в угоду сеттинга. Пропали танки и самолеты, но добавились мотоциклы и легковушки. Также добавили несколько новых режимов, а именно угон, ограбление, спасение заложников и выслеживание. Это когда один игрок играет за вип-персону, которую должны устранить.
А, быстро все идет. Это что было? Ты что, не проверил? Battlefield 1, 2016. Игра получила сеттинг Первой мировой. Упор, как обычно, был сделан на мультиплеер. Сюжетная кампания была разбита на несвязанные между собой истории солдат с разных стран. Например, в одной истории вы будете управлять одним из первых в мире танков, во второй будете летать на самолете. Так как сеттинг здесь во время Первой мировой, то и все оружие и техника были соответственные. Например, здесь вы могли управлять лошадью. В мультиплеер добавили новый режим «Военные голуби». Это когда одна команда отправляла дебешу в штаб, прикрепив ее к голубю, а другая должна этого голубя поймать. Еще одним нововведением в мультиплеер была помощь проигрывающей стороне. Ей предоставлялась одна из гигантских машин, например, дирижабль, корабль, бронепоезд, либо сверхтяжелый танк. Battlefield 5, 2018. Кардинально эта игра геймплеем и графикой не изменилась по сравнению с прошлой. Сеттинг изменили на Вторую мировую и добавили контента для разных меньшинств. Сюжетная кампания, так же как и в прошлой игре, разбита на несколько историй разных людей. А в мультиплеер, следуя трендам, добавили режим королевской битвы. Но это никак не спасло игру, и она вышла очень и очень сомнительной. Alle verbliebenen Panzereinheiten. Rücken Sie zum Sammelpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen. Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus. Battlefield 2042. 2021 год. Сеттинг изменили на недалекое будущее. В игре нет сюжетной кампании, вместо этого добавили бои с ботами. Одна из особенностей игры — это 128 игроков на одном сервере. Вместо классов персонажей здесь есть специалисты, количество которых меняется с обновлениями. Изначально их было 10. В игру добавили режим Portal, в котором вы можете играть на легендарных картах с прошлых игр, а именно Battlefield Bad Company 2 и Battlefield 3. При этом можно захватить с собой оружие и технику с Battlefield 2042. They're down to their last. Battlefield Mobile в разработке. Игра делается на движке Unreal Engine 4, специально для Android и iOS. В данный момент игра тестируется в Индонезии и Филиппинах. Разработчики обещают полноценную игру с крутым мультиплеером и разрушениями. Она будет бесплатной, а донат будет влиять лишь на косметические изменения. Опять-таки со слов разработчиков. Всем спасибо, что смотрели. Если понравилось, поставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите комментарии, подписывайтесь. И всем пока. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.